Это сиквел. Сиквел, правда, для популярного кино или книги. Это не популярная серия ремонтов. В предыдущий раз был произведен ремонт вот здесь, на месте. И я планировал к лету поменять его. Но все произошло гораздо быстрее, нежели я ожидал, как обычно. И он в этот раз рванул рядом. Поэтому в этот раз решил сделать нормально, потому что быстро, как обычно, деталь найти не удалось за вменяемые, адекватные деньги. Вот. Хочу просто заменить целиком шланг, это будет более правильное решение, и воткнуть штатные трубки. То есть поставить все на штатные места, залить жидкость, поставить бампер, ну и произвести ТО, коль заехал в гараж. Я только добрался. Как снимать детали не очень интересно, поэтому я решил начать в обратном порядке съемку в процессе сборки автомобиля. Это гораздо интереснее, я думаю. На самом деле, на данный момент не так много требуются инструменты. Вот, собственно, все, что у меня здесь есть. Я сейчас покажу, до какого состояния можно разобрать Cadillac таким количеством инструментов. Вчера закончил, можно было и вчера, в принципе, сделать, ничего не снимать вообще. Но если люди столкнутся с такой же проблемой, мало ли, будет весьма полезно, как я решал эту ситуацию. До такого состояния разбирается с таким количеством инструментов. Здесь запчасти для того, ну и для замены ГРМ. Прокладок не хватало, тоже заказал. В общем, сейчас я переоденусь, и вот об этом будет видео. Как все это собрать обратно при ремонте ГРУ и что необходимо для технического обслуживания собственными руками, DIY. Сегодня 23 февраля. Такой вид из окна, из одного. Вчера было февралето, как говорят в новостях. А сегодня, real февраль. У сиквела у этого есть небольшая предыстория, краткая, с чего все это началось. У меня есть видео, как я прошлым летом ремонтирую бампер. Он у меня висел на веревочках. Вот. Как только его купили в прошлом году, я ему оторвал бампер в течение недели. Я оторвал, здесь вырвал, грубо говоря, крепление, то есть нормально оторвал со всех сторон, и порвалась решетка. Я его полез сразу же поправить, он мне оторвал часть кожи. Я поцарапал руку и решил повесить бампер временно на веревочках. Что, собственно, видимо, привело к тому, что из-за того, что он криво висел, это нижний шланг, и его пескоструило, видимо, из-за того, что перераспределились потоки воздушные в бампере, из-за того, что он стоит не на штатном месте. И вот так он меня наказал, дважды причем. То есть я сегодня второй раз этот вопрос решаю. Вот так я познакомился с этой машиной. То есть она такая, только с хорошим настроением к ней должна подходить, блин. Ладно, буду переодеваться и уже точно заниматься этим процессом. Сейчас, кстати, товарищ решил подойти ко мне. Ему что-то там с пилой надо сделать. Ну, заодно болтаем.
Ура! Не хочет. Тебе видно их? Да, мне видно, что ничего не происходит. Да, по-моему, вот идет. Может, все-таки от клепки зависит? И от клепок тоже. Например, некалиброванный платочек маленько выдали им, и все, он плохо захватывает. Что ты там говоришь, надо? Губку приподнять немножко. Криво встают. Да, да, ну блин, я же тебе говорю, по фотографии сделал деталь. В общем, нормально. Ну, зашибись, что. Вроде да. Лесные пески. Ну-ка, разбери. Ну, всё. Здорово. Даже лучше, чем было. Ну, естественно, для этого мы здесь все и собрались. Кадиллак только не лучше. Кадиллак это Кадиллак. Механизм. Ух. Сейчас я начну его ковырять особой жестокостью. Шутка. Отлично. Так, я приоделся. Задача такая, сейчас болгаркой здесь вот отпиливаю. И заменяю на эту длину просто новый шланг на хомутик. На штат. Без всяких затей. Тоже длину, все. Штатное крепление, штатную длину. И буду устанавливать. Болгарку я пущу, она никому не интересна. Вот так это получается. Где удобно было пилить, там и пилил. Пилил не на всю глубину, чуть-чуть. Тут даже вот видно, что металл не допилен. Ну, пассатижем это ломаю сейчас. И аккуратно. Там главное кусочек трубочки металлической, чтобы остался цел, без всяких царапин, задиров, забоев. Ну и вот так вот отламываю. Ну, в принципе, уже снимается. Видно, что шланг надрезан, а трубочка не повреждена. Это довольно важно бывает, наверное. Здесь такая ситуация. Стреляется подольше. Кусок побольше. Вот такая штука. Здесь еще зажато. Требует некоторого усилия, конечно, все это дело. Особенно как куски большие, жадничаешь. Пилить. Так. Смотреть. Тут еще выну трубки. Как сейчас.
Опа. Ну, тут поленился, два реза, все. Так. Позицию верну. Ну вот, как бы все нормально. Ну, еще чуть-чуть, конечно, подогнуть надо. Легонечко, силы вообще не надо. И резких движений точно в этих местах. Телек работает. Еле слышно. Иногда посматриваю в тот угол. Достаточно тяжело, конечно. Но все можно. Ну, по идее, стяжечками надо здесь пластиками вообще скрепить. Ох. Так, осталось второй. Я сначала масло смочу. Так, это будущее масло. Много не надо. Иначе оно будет протекать. И понадобятся опилки. Масло собирать. Как бы все операции на коленках там делаются практически. Поэтому не стоит строго судить. Обычный бытовой ремонт. Но наверняка надолго. Так. Вот так у нас он стоит. И кронштейн держит в машине. Сейчас ставлю сюда два хомутика и буду монтировать обратно. Так, два хомутика. Два хомутика. Ставлю в разбежку, чтобы там нигде не зацеплялось. Потому что иногда и такое бывает. Пластик решил не ставить, пусть будет железный. Раз разбираешь, собираешь, хомута нет, бежать в магазин. Поэтому пластик срезал, шланг заменил, а пластик под рукой нет. Исходя из этих соображений, думаю, что пару хомутиков на своих местах лучше, наверное, не придумаешь. Не всегда удобно, правда, вот, когда делаешь разбежку, подлазить, выкручивать все это дело. Так, ошибся дистанцией. Вот как-то так. В машине это стоит вот так. Каким-то образом туда засунуть надо. Загораживаем все. Ну тут в тачках это так. Руку надо в 3 местах сломать, чтобы куда-то залезть. Потому что сборка у них идет совершенно по-другому.
Так, получается, еще кондейный шланг надо. Вот так тут. Так, сейчас я замотаю веревочку, потому что там через грязь протаскивать. Близко к лонжерону. Так вот. И будем опять его просовывать. Эту дырку. То есть он должен быть дыркой. Не... Да, порой так с хомутами и не пройдет, может даже. Ну, на каких-то других машинах. Здесь шансы высокие. То есть где-то крутить хомуты там, за лонжероном. Да уж. Почти встал, только немного развернуться. Вот как-то так здесь должен быть. Во. Еще нравится мне Кадиллак. Хоп, крючочки. Сейчас покажу поближе. Повесил. Все, он висит. Может пойти там закрепить его. Так, машина продумана технически, на самом деле. Мне нравится. Не нравился бы, даже не ковырялся бы, вез бы в сервис нафиг, да и все. Сделать. Ну там тоже глаз да глаз надо. Теперь надо где-то там опять найти, нащупать. Вот так в машине. Ремонтировать. Так, дырочку нашел. О, промазал. Так, ладно, я сейчас наживлю. О, выпал. Повезло. Ну ладно. Вот так. На ощупь. И вот так вот крутишь. Да, Грен тоже так же. Половину на ощупь. Да и свечи сегодня не надо. Срезание свечи заменить. Тоже придется на ощупь.
Хочу пораньше свечки поменять, перед ГРМ никак не поменяет. То одно, то другое, как обычно. У меня запас по пробегу есть еще, запчасти лежат. Сейчас вроде потеплее становится. Скоро тоже подзаймусь. Чтобы к лету можно гонять спокойно. Вопрос. У меня, кстати, чек выскочил за синхронизацию вала. Распредвала одного какого-то там, не помню точно. И коленвала. Видимо, пластиковые успокоители приходят потихонечку. От них кусочки отваливаются. И цель как бы компенсирует потом. За счет вытяжки. Не вытяжки, а натяжения. Ну вот и все. Штатное место, штатным болтиком. Так, осталось вот здесь вот спереди. Если здесь сразу затянуть, то там будет неудобно, потом шланги на место вставлять. Свою дырочку маленькую, неудобно закручивать. Поэтому здесь в последнюю очередь. Ну и остается только саморезики. Сильно тут не надо. Ой, эти хомутики поставить. Чем я сейчас и займусь, пожалуй. Вот я закрывал, чтобы ничего не попало. В эту сторону, соответственно, тоже. Здесь можно при желании подрезать, потому что с этой стороны закреплено. Здесь тоже можно подкрепить чуть-чуть, чтобы понять дистанцию более правильно. И так получается. Можно подрезать. Потому что если надо вдавить, то он где-то может тереться начать. Поэтому лучше не жадничать тут. И подровнять. Жалко, конечно, отходы, но там точнее не вымерить. Лучше так поступить из практики. Конечно же, капнуть маслом чуть-чуть. Чуть-чуть. Это я уже много. Но зато два сразу. И одеваем. Вот так вот. Оп. Потом можно получше его подтянуть туда. Сейчас достаточно и так, чтобы сменить позицию. Отцепить кронштейн. И можно было его подтянуть. Вот, открутил я. И сейчас с помощью таких вот легким зажатием вот туда подталкивать его. И второй аналогичный. Так. Нет, тут уже не поменяешь. Сейчас покажу, как получается. Обязательно. Я эту трубочку приехал, почему не пойму. Она и в прошлый раз уезжала. И в этот раз. То ли из кронштейна. Так, как-то вот так. Дерьмо вот этот клещ. Надо на 5 минут купил. А теперь единственный. Не пользовался, потому что
Опа. Ну, достаточно. Есть тут где-то 5 миллиметров здесь. Но мне вполне достаточно поставить хомутики. То есть тут видно, что шишечка вот здесь вот перекрывающая кромка. Ну, соответственно, сейчас это и сделаю. Так. Я вкрутил сюда болтик и сейчас поставлю хомутики. Не угадал. Или что? Ну да. Ошибочка вышла. Вот таким вот макаром. Можно чуть вверху. И все, больше не надо. Кстати, если ты машину ремонтируешь снизу, из-под подъемника или с домкрата, по-разному ставятся эти хомуты. И потом, если ты меняешь позицию, вот этот подъемник будет удобно, а вот это неудобно. Будет мешать колесом. После некоторой работы надо быстренько можно сделать на подъемнике. Но у меня его нету подъемника, поэтому теперь нет. А опора у меня выглядит вот так. Сейчас я покажу. Я использую штатный домкрат. И у меня вот по точке крепления подложена любую дистанцию могу. В ГРМ буду делать, буду ниже. У меня там полежка лежит. Специально отпилю, чтобы он у меня как бы на коленке встал. Низко-низко. То есть вот бампер тоже буду снимать. Доступа больше света, больше видно. И опускать практически без колес передних вот под эту точку. Вот. И буду ковыряться с ГРМом. Так что такие дела пока. Собственно, процесс закончен. С ремонтом имеется в виду процесс. Вот так теперь это все выглядит. Вот. Остались вот такие вот запчасти от предыдущего ремонта, естественно. И сейчас я покажу саму причину. Где-то она здесь лежит, я ее не выбрасывал. Причина. Так, это не тот шланг. Причина второй поломки, вот она. Проковырял опять вам дыру. И все, и потерял жижу. Так, для бура остается залить масло, бачок. Крышки у меня нету, потому что я прицеливаюсь. Она точнее есть, она у меня стоит, он снят. Потом после завода надо будет проверить. Я машину сейчас заводить не буду. Я хочу масло еще поменять моторное заодно. И для этих целей мне надо чуть машину опустить и подставить емкость для приема отработки. Так, я до конца не буду наливать, потому что он когда заработает ГУР, сейчас потихонечку начнет уходить через обратку. Но как только заработает ГУР, он обратно чуть-чуть выдаст жидкости, воздуха точнее выдавит в бачок. Поэтому я послежу за этим процессом и подолью. Снимать я это уже не буду. Может быть потом в конце заключения каком-нибудь. Но и так понятно, что жидкость заливать надо после ремонта. Где-то около литра, чуть меньше уходит, судя по предыдущему ремонту. Вот я беру Ликвимоль, мне нравится. Моторное масло я взял другое, по книжке. Так, а здесь вот в эту емкость я собираюсь лить. Пробочка у нас вот здесь. Сливная. Вот. Сначала я хочу на домкрате
подспустить немного машину. Для этого шуруповерт нужен. Батареечка подсевшая. Или у меня скорость не та? Ну да, скорость не та. Не важно. Нет, важно. При такой эксплуатации нужно винт смазывать, у меня сухой. Смазки нет. Так, ну, наверное, вот эту я оставлю. И сейчас отсюда посмотрю. Ну, наверное, хватит. Но вообще надо подложить. Не люблю, когда башкой там лазишь. Это уберем, а вот это поставим. В самый раз будет. Вот и все. Вся операция. Так, у меня здесь свиное. Так, сейчас подниму пока. Хочу посмотреть размер. Скорее всего, 15. 15. Сейчас я подберу. Чем тут что это сделать? И такое решение. В моем случае, в вашем может быть все что угодно. Я, наверное, закрываю рукой, но чуть-чуть надо потерпеть. Трещотка может сломаться. Длинная головка, к сожалению. Другой нет. Ух ты, блин. Так. Такое решение. Тут не видно, к сожалению. Вот так попробую поставить. Может, получше будет. Вот. И только одно единственное сильно надо. Но там не стоит забывать, что поддон алюминиевый и резьбу может сожрать. Ух, как затянули-то. Так. Такие вместо во время такое закрадывается. Туда ли я кручу вообще? Туда. Ой. Что-то ненадежно. Длинная головка, придется мне чувствую искать мне. Сейчас другое решение. Вот. К сожалению, не дает мне вариант. Ого! Вы представляете, как затянут? Так, следующее решение. Короткой головкой старого советского набора. Удивительно, там есть на 15. Да. О! Все. Да, что-то крепко, ребят. Маслица тут. Законтрапупили мне. Как бы там заварено не было. Да вот тачка нормальная, странно. Ладно, буду искать какое-то решение. Очередное. Пробуем вот так. О! Повезло, а то я уже начал напрягаться, блин. Хотя отработку я все равно делаю. На дачу возить.
Точно объем мне неизвестен, на самом деле. Что-то в книжке нигде нету. Все там перепутано. В интернете тоже сходу не нашел. Ну, нормальных источников информации нет. Буду методом вытеснения. То есть сколько вылилось, столько залилось, калиброваться по щупу, если он здесь есть. Я даже не знаю, есть тут щуп. Нет, не так важно. У них электронные датчики везде кругом. Так. Как всегда, обольется рука. Ну и какое-то время будет сливаться это. Я сейчас магнитика смотрю. Если он здесь есть, нет, магнита нет. Какой-то болт от колеса прям. Вообще правильно. Резьба в алюминии должна быть такая крупная. И никаких уплотнительных шайб за это. Поэтому сорвать не мог ключ, что оно. Все, буду ждать. Масло еще сливается. Пусть пока сливается. Я пойду поменяю свечи наверх. Надеюсь, будет видно на камеру. Ну, там тоненько струйка. Вот у меня свечи. Так, вот свечки. Оригинальные. Методология такая. Я хочу проследить за изменениями. И в момент замены ГРМ еще раз выкрутить, просто посмотреть состояние свеч. То есть первую я положу в коробку, первую с цифрой 1, ну и так далее там по номерам. А потом, если в случае необходимости, выключу свечку, посмотрю, если надо, будет сравнивать. Тем самым можно понять, есть ли изменения какие-либо в двигателе. И потом после замены ГРМ где-то тысяч через 5 пару свечек выкрутить, посмотреть еще раз, сравнить с образцом. Если изменения есть, записать. Это нужно, чтобы вовремя определить залегание колец, компрессию. То есть можно, может быть, раскоксовку сделать, потому что 110 тысяч на моторе. Хотя я его эксплуатирую в 30% мощности, и так и планирую. Как бы. Ну и супругу также эксплуатирую. То есть мы специально брали V6 трехлитровый, для того, чтобы ездить в экономичном режиме на нем. То есть он дольше служил, двигатель. Потому что на двухлитровых расход, конечно, чуть больше, но в денежном эквиваленте это не так критично, как на двухлитровых. На двухлитровых там чаще больше оборотов, больше проблем, больше выхлопных газов, а здесь он так чахнет. Поэтому как бы есть намерение проследить за этим процессом и как можно дольше двигатель сохранить в хорошем состоянии. Вот. Сейчас, пожалуй, начну этим процессом заниматься. Здесь такое решение. Сейчас я прикрою немножко. Я открываю, чтобы быстрее масло стекало. Такой. Тоже все те же ключики, как бы особые. Здесь разъем с фиксацией. На обратном пути покажу, где тут что фиксация, если кого-то интересует. Надо сдвинуть пластмасску, а потом надавить на высвобождающий
элемент, ну, кнопочка такая. Вот я выдвинул, нажимаешь и почти стягиваешь. Свечи явно не меняли. Ну или по крайней мере, если это меняли, то очень давно. Вообще не должны были. Из завода как бы стоят. Вот таким вот инструментами я пользуюсь. Вообще для машины очень нужен инструмент. Клипсы там подснимать. Вот разъемчики маленькие. Так. Катушка значения не имеет, они все одинаковые. Заодно гляну, что за тип конструкции. Угу. Прикольно. В колодце сухо. Классно сделано. Отлично. Колодцы. Прикольно сделано. Узнаешь Кадиллак? Такой вот новый ключик тут модный. Можно сказать, угадал. Так, опять начинаются поиски. Вот такое решение пришлось мне присандалить. Сейчас вытащу, покажу. И сорвать. Стерильно там просто вообще после завода. Синий ключик. И свечка. Вполне даже приемлемо. Там внутри резинка в ключе стоит. Здесь уже изолятор пробивать начинал потихонечку. Вот такой ключик вот так усиливается. Ну, почта, как обычно, черная. Вставлять надо аккуратно, чтобы не подбить контакты. Сил там не нужно. Не надо опускать туда свечки. Вот все аккуратненько. А то зазоры уйдут и будет подтраивать как бы. Он сейчас немножко подтраивает, поэтому я и лезу свечи менять, честно говоря. Хочу понять, это катушка или свечи. Так, ну и затягивается в обратном положении тоже все. Все как и до этого. С определенным усилием. Конечно, хороший инструмент облегчает работу. Но будем пользоваться тем, чем есть. Итак, все 6. Так, сейчас я покажу, как все это выглядит поближе. Постараюсь, по крайней мере. То есть это резиночка специальная, чтобы водичка не попадала внутрь двигателя. Ну прям вообще для людей. Ну, в смысле, не протекала туда к свечке, когда моют керхером или в воду заезжаешь. Вот. Меня интересует разъем. Вот он просто вставляется, защелкивается. Вот кнопка для спуска. Нажимаешь и вытаскиваешь. Но есть еще фиксатор. Вот он белый. Его надо туда обратно как бы отогнуть. Выдвинуть. И он освобождает кнопку. Вот, все, кнопка свободна, и можно как бы расцеплять. Сейчас я затяну болтик.
И, можно сказать, готово. Первый цилиндр. Ну, то есть тот, кто с кабелем будет уже подключен, значит все готово. И вот там на дальних я еще покажу. На дальней башке примеры. А пока выключаюсь. С автомобилем все как обычно. Сломался ключ новый, я его только купил специально для свечек. Вот. И все, он проворачивается. Лучше покупать нормальные ключи, конечно. Это дерьмо 2 раза. Ну, то есть это стоит 260 рублей. Я сейчас пойду, мне придется купить за 1200 ключ. Потому что, ну, это не дело. И хотя бы, по крайней мере, головку и вороток получше. Так что будет перерыв на магазин. Благо он здесь рядом у меня. Поэтому и гараж здесь брал. Включение. Итак, первый ряд я сделал. Вот. Дополз до второго. Сбегал за ключами. Лежат. Удобные ключи взял. Сразу несколько коленок, чтобы ты понимаешь, что здесь гиблое место. Ну, не гиблое, а достаточно. Накладу так картонку. У меня здесь маленький табуретчик, я стою на нее. И аккуратненько ложусь вот сюда. Здесь я решил пока не трогать, объясню почему. Во-первых, надо снимать ресивер. В районе дросселя стоит узел. И четвертую катушку, условно четвертую, не выпустит. То есть надо все это разбирать. А это уже соизмеримо с заменой ГРМ. Поэтому я ряд оставил без изменений. Там еще есть проблемы. С завода никто ничего не откручивал, ни шланги, никто ничего не трогал тут. И прикисли болты на 10, которые катушку держат. И в очень неудобной позиции. Поэтому тут надо и антифриз сливать, и ну, частично подсливать. У меня вообще его замена, как раз ТО большое. И в общем снимать ресивер, вот это все канитель. Поэтому это я здесь сделал, а вот это решил отложить до ГРМ. Тем более, что замена свечей вообще не положено было. Ну и рядиками достаточно уже понаблюдать. Все свечки хорошие были, все нормально в этом плане. Сейчас я планирую вытащить фильтр масляный и поменять воздушный фильтр, залить масла, поставить радиатор, ну этот такой бампер обратно с подкрылком и уматывать домой. Вот такой вот план простяцкий. Так, надо мне тут собрать масло, ну, точнее закрыть обратно. Забрать ведро. Так, ведро нужно менять, фильтр откручивать, чтобы поменьше все лить. Да, длинная резьба, конечно. Потом туда. А сейчас подзатянем. Без фанатизма. Ага. Забыл головочку на 15 купить. Карточку. Ну, придется таким вот революционным способом. Баллонный ключ подходит ко всему, в общем. В Кадиллаке. Один ключ можно иметь. Ну все. Приступим. Просто руками. Так, фильтр нет. Все штатное место. Вот он, собственно, стоит уже здесь. А место вот здесь его.
Он стекает. Кондиционер. Ну это я сейчас сполосну быстренько. У меня есть специальный жучок. Просто вытер. В общем-то не стал. Там ведро с маслом стоит, блестит. Вытер узлы, агрегаты, да и все. Не стал ничего тут промывать. Сюда ставим новый фильтр. Фильтр я использую Махле. Они еще поршни делают. Поэтому давно и на BMW, и практически на многих машинах. Оригинал, не оригинал, не знаю. Это для меня не столь критично. Масло смазывать фильтр не буду, не фильтр, а резинку. Просто немножко купил новый средств, попробовать отечественный. Сейчас как обычно ливанет. Угу. Чуть-чуть. Чтобы я не закусил. Ну, устанавливаем на место. Сейчас надо поставить все оставшееся. Резинка сомкнулась. Камера подтупливает. Ну, там новое место. Что ж такое? Ну все. И можно ведро доставать. Сколько масла? Приблизительно. Канистра 4 у меня. Ну, наверное, около 5 литров должно быть положено. Ну, сейчас не об этом. А вот это. Чтобы не разлить случайно. Так, я решил поставить бампер сначала. Сделать грязную, тяжелую работу. Здесь у меня отключен шлейф. Болтики покажу. Шлейф проводки. Фиксатора он уже не имеет. А может и не было, наверное. Очень удобно. Ставится он относительно легко. Вот, чуть повыше на просто. Здесь
защелкнул. Защелкнул. Иголочки оживить тут. У меня их всего 8. Ну там есть небольшие хитрости с покрылком, сейчас тоже покажу. Так, теперь необходимо смонтировать пластик. Какой? Он ставится на клипс. Здесь несколько пистонов, собственно. Так. Писать я возьму. Так. Пожалуй. Ага. Сейчас еще одну поставлю. И все. Так можно еще по одной поставить, но не нужно. Резиночка она в бок сдвигается. Такие крючочки специально. Плотненькая резиночка. Так, вот и все. Сейчас начну с фильтром заниматься. Так, пришел я вот сюда. Ну, в таком состоянии выглядит. Пора, конечно, тяжело его сосать через такое. Тряпка фильтрованная. Бумага, не знаю. Кому-то.
к сожалению, неудобно. Фонарик некуда поставить. Кривовато. Фигово без фонарика. Я не попал. Так. Что-то ему не нравится. Новый. Здесь просто прищепки обычные, 3 штуки всего. Ну и все, и шланг обратно. Водопровод, воздухопровод. Короче, кал. Все тут четко, каждый паз свой. Резиночка в пазу, это в паз. Так, осталось масло заправить, подкрылки поставить и колесик. Сейчас этим займусь. Темно уже на улице. Так, бампер. Осталось последний болтик вот этот. Смотри, он здесь регулирует зазорчик, ну и придерживает край. Сейчас я его подтяну. И поставлю подкрылок. Подкрылок дело такое, не особо чистое.
здесь заправить. Здесь саморез крепится. И здесь. Еще пистончик. Вставляем вот сюда. Еще один пистончик кверху. Вот здесь. Так, и осталось два саморезика прикрутить вот сюда. Они у меня здесь есть. Вот сам нарезные саморезы. Но у них там есть куда вставать. И больше подкрылки в моей машине саморезов нет. Впереди. А спереди у меня стяжки стоят. Здесь. Здесь можно поставить винты, но я не хочу тут. Дырки все такие уже слабые места у машины. Поэтому я решаю этот вопрос иначе немножко. Зато быстро снимаешь, ставишь. Мне кажется, так удобнее. Из автоспорта это. Там так не только подкрылки держится, там пол машины на стяжках. Я специально там просверлил по две дырочки, чтобы можно было как петелька. Очень удобно, потому что здесь забивается грязью, ржавеет. И это становится целой проблемой в конечном итоге. Когда надо срочно снять что-то, или он разбил его. Ну и с той стороны аналогичное, там я уже сделал. Там просто колесо стоит не так. Здесь можно камеру подвинуть, посмотреть. Там, конечно, не поделаешь так. Урок кройки и шитья, в общем-то. Кому как нравится. Можно крестиком. По-всякому. Никуда не отрывается и ездит нормально уж, поверьте точно. Мне еще надо впадлы ставить много. Я их меньше ставлю, чем надо. Тут надо бушные брать подкрылки. Там куда-то ехать, блин, что-то целая муть. Тут просто кусочка маленького не хватает. И дырки. Уже. Продается так, что даже стяжку протащить невозможно. Так. Можно, конечно, еще сюда затупили, чтобы так не делал, не парусило, не прижимало подкрылок.
Это не видно ничего. Зато когда обслуживаешь, очень удобно. Поменьше всяких саморезов. Ну я не скажу, что бампер здесь тяжело. Ну это правда я уж поднастроил его таким образом. Не все болты вкручиваю, потому что чтобы оставить возможность к отступлению, так сказать. Ой. Так, осталось мне одно колесо поставить и добавить масло. Так, ну высоты не хватает. Все, заливаю масло, собираю багажник, прогреваюсь и еду. Надо только гур прокачать. Перчатки забыл. Хорошо вспомнил. Гаечек. У меня почему-то на 23 они. Ну, Америка, конечно, такой может быть такой. Да, ключи пошли, конечно, далеко не бюджетные. А то, что бюджетное, вообще такой кал. Я сейчас отпущу, подтяну колесо. Не хочу на домкрате, он сейчас на домкрате стоит. Так, оптимальная высота на самом деле. Выбираем менять самый тоже. Не специально так получилось. Так, штатный домкрат. Его надо, чтобы убрать на место, вот так. Как только он вылазить начинает, все, значит он кронштейн туда встает нормально на место. Ну и смазать, естественно, чтобы поверхность пользоваться. Финал всего этого действия. Масло подзалить.
Вот сюда. Угу. Угу. Так, не нравится мне это. Как всегда сейчас мимо. О, нет, надо же. Ну и все. Закрываю капот и выезжаю. На этом тачка, можно сказать, сделана. На данный этап. Не все, что хотелось, конечно. Но все равно в качестве подготовительного все уже сделано. Если будут какие-то неприятности, я еще включусь тогда. Но я думаю, что будет все хорошо, поэтому видео и так длинно получится. Будем заканчивать на сегодня. Все, парни, удачи.